привет из Испании, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада, и мы продолжаем рассказывать про наши путешествия по миру. Пока мы живем в Германии, но на 2 недели вырвались в Испанию и уже меняем третье жилье. И сейчас, посмотрите, мы находимся в какой-то горной местности, куда нас привезли хозяева квартиры. Завезли на машине, мы не знаем, где мы. Да, если тут магазины, Да. мы только видели с горы, что в той стороне где-то море. И сейчас мы хотим пойти на разведку, пока наша квартира, вон в том доме вдалеке, пока наша квартира моется и чистится. Да. Оттуда только что съехали другие жильцы, ее приводят в порядок. Ну а мы имеем время, чтобы прогуляться и осмотреться. Перед этим мы пару дней пожили в Малаге, потом пожили в Нерхе. Конечно, это топовые знаменитые места, там интересно, там людно, там очень много достопримечательностей, много кафе, ресторанов, много людей. А здесь, как видите, совсем другая история. Посмотрите, это скалы, горы лысые и какой-то звук. Цикады. Это цикады, что ли? Это такое ощущение, как будто высоковольтные провода тарахтят. Но тут очень мало машин, очень мало людей и совсем нет магазинов, что нас пугает. Где мы будем? Море далеко, под горой. Да. Мы уже спускаемся с Ладой несколько минут, кружим по серпантину. А к нам придется теперь каждый день ходить пешком к морю и в магазин. Это довольно сложно. Но мы путешественники, и поэтому, в общем-то, мы к этому готовы, и нам это интересно. Y si nos entregamos y lo perdemos por completo, y si nos tiramos a que esto sea cierto, lo que revelaste en tan poco tiempo, una mina de oro, son tus pensamientos. Ага, вот оно море. Но этот шум никуда не пропадает. Кстати, в Нерхе не было вот такого вот сверчения постоянного. И тут, мне кажется, какие-то очень крупные сверчки кричат. Они живут сначала личинки сидят, потом из них вылупливается сверчок. И вот они кричат, когда у них любовное, как бы, вот это все дело. И потом они рожают личинок. В общем, они живут, по-моему, 1 день или что-то такое. Вот они кричат, это их последний крик. Дальше смерть. Все, я понял. Какая печаль. Природа это печаль, но Лада сказала, что это не точно. Смотрите, что я здесь нашел. Я здесь нашел тренажеры. Вот так вот. Стоят тренажеры возле дороги на пути к морю, на серпантине. Это для таких пеших туристов, как мы с Ладой. И вон там еще один виток дороги вниз. И вот, вон там уже, может быть, есть ресторанчик, может и магазинчик. В общем, здесь есть пляж. И дорога вдоль моря погнала такая красивая. Друзья, смотрите, по-моему, мы видим цикаду. Большую-большую цикаду на дереве. Но она молчит, это молчит. Может, она мертвая. Эй, цикада. Я боюсь. Вау, улетела. Это была живая цикада, но она молчала. Здесь вдоль дороги большая парковка, много машин. Сюда люди приезжают чисто на машинах для того, чтобы поотдыхать на пляже. Ну, мы, в общем-то, по сути дела, не так-то далеко живем, получается. Мы можем сюда ходить и пешочком. Сейчас сверху вам покажу пляж, пока не будем детально на него спускаться. Мне кажется, здесь длинные, обширные пляжи, и их надо будет отдельно изучать. О, смотри, тут тоже есть более дикие. Посмотри, в воде людей сколько, совсем немного.
Да, немного людей, это А отлично. это очень важно, потому что когда там 100 человек в воде, Да, да. неизвестно, в чем ты купаешься там. Ну, Да, как бы да. такой Тут, момент. думаю, вода тут будет почище. Сразу видно, она чистая. Тут как бы мелкий-мелкий камешек, галька Да. лежит. А из-за этого вода не Пляжи, мутная. это красота, конечно. Но вот здесь нужно купаться в коралках. Тут прям вход, мне кажется, очень не очень хороший. Где же магазин, друзья? Вот это важно. Как мы будем питаться? У нас там в апартаментах есть кухня. Но для этого нужно где-то покупать еду. Это не all inclusive. И арендовать машину для того, чтобы спуститься вон с той горы, я думаю, это зря. В чем я не сомневался ни на секунду, что здесь есть ресторанчик. И, скорее всего, не один. Очень, кстати, в красивом месте стоит, на горе. Наверняка там вид из этого ресторана просто шикарный. Наверняка очень дорого все. И поскольку это ресторан, тут все будет дорого. Ну что, спросили мы у людей, где здесь супермаркет. Нам сначала сказали, что 5 километров, потом у другого человека мы спросили, он сказал, наверняка будет где-то около километра. Придется к нему идти километр минимум. Это так предполагает человек, который на английском нам объяснял. И вот сейчас мы жалеем, что целый год учили немецкий, которого здесь никто не знает. Они нас спрашивают English. Я на английском понимаю все, но я не могу сказать. Ну, конечно, пока идешь, такие виды, красота, море. Да супер. Мы были в таких глухих местах в Одесской области, там тоже не было на целых 10 километров ни одного магазина. И ничего, как-то ходили себе. Ну, что-то похожее на магазин мы сейчас видим рядом с отелем большим. Но это мини-маркет. А большой супермаркет будет дальше и достаточно далеко дальше. Я по карте посмотрел, много километров вперед. Вот это все, что здесь есть из еды. Да, обалдеть. Конечно. Сосиски, молоко, сыр. Еще и цены не написаны, дорогие, да, тут дорого. А молоко почем? Молоко бери. Молока надо много взять. В общем, Мы что вышли касается, из мини-маркета с 3 кульками. Сейчас вам покажу. Так, этот кулек с бутылками. Здесь 3 больших пивных бутылки, 2 молока и всякой мелочи, короче, и хамончики какие-то, и, в общем, мы не понимаем, что это такое, и вкусняшки какие-то там, Лада понабирала. В общем, на 63 евро мы этого всего набрали. И сейчас думаем нести это в руках 2 километра, либо же как-то попробовать такси вызвать. И здесь вот стоит, кстати, такой плакат, на котором написано, сколько стоит аренда, например, Seat Ibiza или Ford Focus, вот таких машин. Видите, тут Ford K, Hyundai можно арендовать. И я смотрю, 1-2 дня это 40 евро в день, нормальная цена. Если 3-6 дней, то это 35 евро в день, это нормально. А нам сказал хозяин квартиры 120 евро. Может, он имел в виду это на все время, пока мы у него будем жить, 120. Так-то, в принципе, это и не очень дорого. Может, конечно, существует какая-то залоговая цена. Но мы еще ни разу не пробовали за границей арендовать машину. Вот, кстати, одна из машин, которую можно брать в аренду. Seat. На ней тоже такая табличка. Но мы над этим подумаем. Сидим с кульками, ждем такси. Какие-то люди прикольные ходят.
Но это не испанцы, это явно англичане какие-то бородатые. Короче, мы решили не вызывать никаких такси. Сколько тут ходить? Да не, у нас просто не вышло. На самом деле мы Uber хотели вызвать и не вышло. На обратном пути мы решили все-таки немножко опуститься на пляж. Спускаемся по экзотической лестнице, вымощенной камнем, с деревянными перилами. И наблюдаем такую картину. Чистая-чистая вода, немного, сравнительно немного людей. Просто так и манит этот запах морской. А мы уже мокрые от пота, от солнца, нам жарко. Сейчас, кстати, опять нам так и везет. Мы все время перемещаемся в Испании именно в самый солнцепек. И нам хочется окунуться, потому что подъем на гору нас ожидает, а нам нужно охладиться. Вау, тут экзотично, серьезно, красиво. Скалы, просто скалы. Как тебе, Лад? Куда ты хочешь? Но мне эти пляжи однозначно нравятся. Смотрите, длинный пляж, прикольный. Сейчас найдем место. Давай прямо здесь остановимся и покупаемся. А, у тебя даже подстилки есть с собой. Лада, видите, всегда носит с собой парео. Они очень легкие, и на них можно сидеть. Их можно накидывать на плечи для того, чтобы защищаться от солнца, в случае чего. Короче, универсальная вещь. И им уже по много лет, по-моему, лет 5 или больше мы... Лада говорит, в Египет ездили мы с ними и там купили, да? Или где? Море, там квадроциклы рассекают. Вот он, наш пляж на ближайшее время. И вот на той горе мы живем. Пора показать вам, где мы поселились на этот раз. Это очень интересное место. Смотрите, вот дом, в котором мы теперь живем. Но как бы снаружи он просто дом. Это многоквартирный дом. Вот эти вот ящички, это для хранения ключей. Здесь все квартиры сдаются, насколько я понял. И сдаются они также вот иногда без хозяев, да. Смотрите, сколько ключей. Это мы вам позже расскажем, все от чего. Просто получается так, когда ты по интернету квартиру снимаешь, то тебе дают код доступа вот к такому-то ящичку, например, там 02, 01, подходишь, и ты по коду извлекаешь ключ. Потом открываешь эту калитку своим ключом уже. Да, потом заходишь в этот двор. И здесь следуешь к своему подъезду. Здесь 2 подъезда, насколько я понял. Вот это вот придомовая территория. Там внизу тоже придомовая территория. Там бассейн. Мы его позже посмотрим. Можно зайти, только открыть дверь. Это они просто открывают, а если не открывать, она захлопывается, ты оттуда просто не выйдешь и не зайдешь. Да, кстати, Да, нету ручек. Удобно, но... Только по ключу все. Вот. И где мы живем? Опа, здесь написано портал 1. Мы перемещаемся во времени. Портал в интересное место. Так, заходим в квартиру. Друзья, посмотрите, какой огромный холл. Мы с Дианой просто не можем прийти в себя от этого здания, скажи. Слушай, показывай нам, что здесь есть. Диан, ты была уже на балконе, на террасе? Покажи нам. Вау, это раздвижные двери. Ух ты! Гамак называется, да? Сюда? Вау! Бассейн! Можно и на море не ходить. Сидеть вот так вот, пить чай, Угу. смотреть на море. Это какой-то, это вообще... Это просто божественно. Это видно всю Нерху. Это наверное. Да.
Мы вот там жили, оттуда мы приехали. Просто красотища. Это же Сивью, я не ожидал. Мы сюда еле-еле зашли, но это того стоит. Мне кажется, каждый день, пусть я буду ходить вот так вот, еле-еле 2 километра в гору, но ради этого. А, можно в твою комнату попасть вот так, да, прям с балкона? Тоже это Дианкина комната. Раздвижные двери, посмотрите, вот это класс. О, супер, супер. Пульт? Это свет, да? А, Сделать вот такой, вот такой. это вентилятор, он дует, да? Такой, еще можно Подсветка. сделать цвет. Еще можно такой. Это вот почему? 70 и 50. Класс. Короче, класс. ты с кондиционером. И сразу попадаем снова в холл, куда мы зашли. Смотрите, здесь барная стойка такая. Это вот кухня. На кухне можно готовить есть. Что классно в этих апартаментах, что здесь можно самому готовить себе есть. И кухня мне очень понравилась. Да, смотрите, спрятанная стиральная машинка. Она прям за дверью. Здесь бойлер. Ну, чтобы не было, чтобы не портил вид, и вот такие штуки. Такими- Спрятали бойлер за Да, такими это штуками? бойлер, да, М. это бойлер. Вот это вот посудомоечная машина. И я сначала думала, что это какая-то тумбочка. И она вот так вот открывается. Вау, посуды куча. Да. И, кстати, тут есть секрет. Печка. Секрет. Микроволновка. Смотрите, Какой секрет? мы сначала думали, где ложки, а вот А, вот они ложки, класс. Ничего себе, двойной ящик, да? Потайной. Как сейф почти. Здесь вот Здесь куча еще, бокалов. да? Ну, в общем, все. Холодильник, это холодильник. Холодильник тоже в шкафу спрятанный. Да. Класс. Уже там Ну, я просто... сначала думала, что холодильник по размерам это вот это. Это значит такой столик. Он как бы ретро, да? И слон Туалетный нарисованный. столик. Как туалетный, да, столик. И напротив него вот такие вот люстрочки висят с шариками. Короче, все очень красиво. Все выкрашено в белый. И, в общем-то, никаких излишеств. Еще такой момент, что здесь есть климат-контроль. А, ну да. Климат-контроль, который поддерживает прохладно. Во всех комнатах одинаковая температура. Просто Это классно. кондиционер спрятан там под потолком где-то, не знаю где. Вот Ну, видите, какие тут дырки? пульт управления, да, да. А отсюда дует холодный воздух, и здесь можно температуру настраивать. Я думаю, что вы было так холодно делали. То есть смотри, если тебе жарко, ты пришел, мы с Янкой пришли, уселись вот сюда, раз, и ты и то же самое, ты на море с тем же видом, только в кондиционере, и пьешь Да, да, да. лимонад. Кто что? Лимонад. Ну, конечно же, жилые комнаты мы вам должны показать. Здесь несколько комнат, и начнем с самой главной. Здесь большая-большая кровать. Царская, да? Окно, опять же, с видом на бассейн, насколько я понимаю, да? А, нет, я ошибся, на чужую террасу. Неважно. Тумбочки в стиле ретро, классные, мне нравятся. Здесь все так классно сделано. Просто и классно подобрано, вот все, белый цвет, черная люстра, белый шкаф. Минимально мебели, то есть чувствуешь себя так легко, Да. да, как легко. Но самое удивительное, Это самая моя, короче, Лада первый раз в Европе встретила ванну. посмотри, какая ванна, покажи, какой там кран, какой душ. Ванная самая обыкновенная, но ванны редко, например, встречаются в Германии и в съемных квартирах в Испании. Может быть, в своих квартирах то и нормально. Смотрите, вот шторка отодвижная, так скажем. Золотые краны, друзья, вот это да, золотой кран. И Диана спрашивает, зачем здесь два унитаза? Вот один унитаз, вот другой унитаз с краном золотым. А это, друзья, биде. По названию похоже на джакузи. Ну, это почти джакузи, да, только для определенных мест. Так, умывальник, зеркало. Смотрите, в каждом санузле я вижу такую вещь. Это фумигатор Гендальфа. Ну, против комаров, да? Да, я не знаю. В каждом санузле, а их тут два, есть окошко. И можно выглянуть. И вот тут уже окошко выходит на бассейн. Бомба.
Еще один санузел, этот попроще, просто душевая кабина. Но, кстати, мне вот нравится именно таким пользоваться. Тут есть одна особенность, которая мне бросилась в глаза. Смотрите, здесь в душевой кабине нету плитки на стенах, нету. Это все покраска. И даже в душевой кабине самой все покрашено, посмотрите. Видимо, это какая-то покраска влагостойкая. И, в общем-то, это для меня как что-то новое, потому что я раньше не встречал такого. Я думал, покраска не выдерживает напоров воды. Но раз они сделали, опять же окошко. Окошко выходит на дорогу, на гору туда, напротив стройка. В Испании строятся новые жилые дома. Этот поселок, возможно, еще такой новенький, свеженький. Унитазик такой. Почему он еще в пленке запечатанный, не знаю. Может быть, недавно сделали. Вот интересный умывальничек, да, в виде чаши. Ну, на самом деле, он прикольный как по дизайну, да. Но он не очень удобный. Он маленький, и вода разбрызгивается, и я не знаю, ну, на мой взгляд, лучше было бы обычный умывальник. Мне нравится. Тебе нравится? Ну, вот, Да, хорошо. вот наша комната. И вот комната, в которой мы с Ладой поселились на несколько дней. Где твоя кровать? Покажи. Это Ладна кровать, это моя. Все, что нужно. Честно говоря, не ожидал, что нас поселят в такое. Нас везли куда-то, непонятно куда-то в горы. Ты как дети, чувствуешь себя ребенком. Тебя везут куда-то, что-то платят за тебя, где-то что-то это угощают. Кстати, Лад, мы же не сказали, сколько стоит эта квартира. Ну, мне сказали 200 евро. 200 евро. Но это меньше, чем предыдущая. Я думаю, наверняка из-за того, что... Я удивилась, я думаю, если та стоила 300, да? Угу. А это покруче, А это по идее. дешевле. Но Они же она... искали дешевле, понимаешь, но ничего дешевле, но нашли вот эту, но она дешевле только потому, что она стоит на горе. И она не в Нерхе. Смотрите, сейчас Да. в кадре у нас Нерха. Это основной городок. Он находится там. А мы где-то в километрах 2-3, если по прямой от Нерхи. А если еще петлять по серпантинам, то это все 5 набежит. То есть сюда доехать сложнее. Сюда приехать на общественном транспорте невозможно. Он не ходит. Разве что только вот вдоль моря можно выйти. И, в общем-то, из-за отдаленности, из-за того, что сюда трудно добираться и далеко ходить на море, из-за того, что здесь, по сути, нету никакой торговой инфраструктуры, здесь только вот дома, ни одного магазинчика, то, в принципе, цена ниже. You ever wonder if days like these last with one another, with the feeling pass? Would you find out with Если приходить на море рано утром, ну не совсем рано, хотя бы к 9, пока здесь нету людей, то можно здесь застать чаек. Посмотрите. Ходят себе такие беспечные. Меня практически не боятся. Я вот рядом подошел. Ну, отходят себе так, нехотя. А вообще не улетают совсем. Тут их целая стая. Видимо, когда их много, они смелее. Вот еще несколько. Они как пингвины надутые такие стоят. Задумчивые. Может, это не чайки, может, это бакланы. Я точно не знаю название. Ну, семейство тех, которые морские. Обычно по утрам на море штиль. Но сегодня мы пришли, и здесь есть волны. Небольшие, но волны. Лада уже вот в воду зашла. Пробует, как сегодня. Сейчас уже почти 9 часов утра. Но, как видите, на пляже, кроме нас, практически никого нету. Вода теплая, как вчера. О, волны нарастают. Кстати, сегодня 16 августа. И в ТикТоке ходят видео про то, что в этот день должна быть катастрофа, которую предсказал Жириновский и всякое такое. Пророк Жириновский. Типа будут огромные цунами по всему миру, почему-то землетрясения и всякое такое. В общем, ждем.
Даже когда здесь волны, то вода все равно тут чистая. Потому что здесь галька. Посмотрите, какая прозрачная вода. Такие красивые чистые волны. В обед, конечно, на пляже настает такая жара невыносимая. По песку невозможно ходить. Просто обжигаешься, становишься на песок. И, мне кажется, волдыри повскакивают сейчас. Поэтому мы идем в ресторанчик. Хотим посмотреть на этот ресторанчик. Что в нем продают. Какая еда. Вот ресторанчик. Сейчас выберем здесь стол в тени. И чего-нибудь съедим. Самое время пообедать. И вот здесь есть меню ресторанное. Смотрите, вот на немецком языке. Это первое блюдо написано. Первые блюда от 9 евро. Сардины какой-то. Гриль-то сардины, это рыба на гриле. Дальше, смотрите, фиш. Фиш это рыба. По 22,50 блюдо. Райс это рис. Я так понимаю, всякие тарелки с рисом. И фляж это мясо. Мясо вот от 17 евро и дальше по 20 до 20. Нам отставляют столик. А мы сядем прямо с видом на море. Настоящий морской обед должен состоять из пива, булочек и рыбной тарелки. Пиво нам принесли уже. Соус принесли, булочки. Чесночный, вкусный. А рыбную тарелку сейчас, наверное, будут готовить. Ну, мы пока будем охлаждаться. Нас как-то просили заказать в ресторане и показать рыбный микс. Вот фиш-микс, жареный на гриле. Рыбка на гриле. Посмотри. Очень вкусно. Здесь не только рыбка, здесь кальмары. Здесь вообще разные морепродукты. Ой, подожди, это осьминог. Это осьминог. Ой, я руками беру, простите. Я уже совсем от жары. Вот, и здесь это самое... Креветка, да? Креветка, рыбка. Вот это просто кусочки рыбы. Вот это маленькая рыба. Это разная рыба. Вот, и все это лимончиком. Испанский лимон, да? Типа нас просили... Да, привезти испанский лимон. лимон. Мы, конечно, постараемся, но у нас всего 23 килограмма, и нам надо еще у нас подарков своих принести. Вещей 16 килограмм. Вот в эти килограммы, если влезем, то обязательно привезем. Вот, так что, друзья... Ладно, ну попробуй. Это что, наверное, Это кальмар. да? Сколько это стоит, мы пока не знаем. Нам принесут счет, я покажу. Угощайся. Наконец. Да. Ты знаешь, это как молитва. Перед тем, как начать есть, Да, нужна съемка. нужно подождать. Знаешь, в религиозных семьях нужно помолиться, а В блогерской в семье блогерской нужно семье нужно подождать, пока отснимут. отснимут. Да. Ну так и есть, каждому свое. Оказывается, лимон нужно было выдавить вот сюда на это блюдо. Слушай, ну этот осьминог твой. А можно я его попробую? Давай попробуем. Мы хотим увидеть, как ты ешь. Он мягкий, Честно говоря, как резиновый. Two more beers. честно говоря, кальмар вкуснее, рыбка вкуснее, и креветка вкуснее. Короче, он какой-то резиновый, я его даже отрезать не могу, видишь? Он скорее как экзотика какая-то, да? Да, он просто красивый, как бы. Ну, смотрите, он просто вот такой вот, Жесткий, да? он жесткий. Тяжело такой, как резина. Ну, не, он вкусный. Вкусный, тут все вкусно. Оно как бы все пропитано одним там
приправками всем. Поэтому все похоже, да? Ну, все одного вкуса. Но это жестко. Смотрите, как делается эта рыбка на костре. Очень маленькая какая-то рыбка и кальмары. А вот сейчас он осьминога, по-моему, вешает. Да, вешает осьминога. Будет сейчас жарить. Запах стоит обалденный. 50 евро практически, да? Пиво 22, да? Пиво дорого. Да, пиво дорогое, я тебе А говорил. это, наверное, вот эти вот 3 гвозди, например. А, 3 Вы же булочки. выпили по 2 или по 3 бокала. Это Плюс я они одну. включили, я так понял, что еще и обслуживание. Еще. А, обслуживание, включено 5 евро обслуживание получается. Поэтому вместе получается 49,17, почти 50 евро. Вот такой вот ужин. Ну, оставлять 50. Это вот как раз дикий пляж. Сюда приезжают чисто на машинах. Он находится между Нерхой и следующим поселком, название которого мы даже не знаем. Вот мы в него сейчас идем. Там такая башня наверху. Хотим посмотреть. И куда мы пришли? Лядера, Делмар, 2, Торокс. Торокс. Ну, это, в принципе, поселок, в котором мы живем, тоже называется Торокс. Смотри, какие красивые белые домики на горе. И вот та башня, которую мы видели издалека. Вот еще один дикий пляж. Совсем дикий. Смотрите, камни. Мало места. Загорать вообще негде. Вон там чуть-чуть тень. Здесь уже, видите, к вечеру там еще солнце, а здесь уже тень. Людей почти нету. И мы видели там нудиста. Одного, правда. Остальные все в одежде ходят. Или уже разбежались. Возможно, это как бы такой себе свободный пляж, где можно голяком купаться. Тут на берегу стоит информационный щит. Мы с Ладой рассмотрели и поняли, что здесь есть какие-то Да, интересные вещи. Здесь можно понять, вот нарисован корабль. Я так думаю, что это затонувшие корабли. Вот здесь А. можно нырять с аквалангом, и вот это все можно смотреть. Ничего Потом себе. очень интересные какие-то растения, фауна, рыбки красивые, вон кальмары. Тут видно очень красиво нырять с маской. И прям карта, да? Да, Где и это карта есть? Где, да. Классно. Вот, смотрите. Эти камни, наверное, кораллы. И здесь где-то лежит корабль затонувший. И здесь, я смотрю, там кто-то он ныряет с маской. Вот они какие места здесь интересные. Так что можно будет прийти с маской понырять. Без маски нету смысла вообще. Сейчас мы с Ладой лучше пойдем поднимемся к башне, если сможем, конечно. Вот тут отвесная стена. Укрепленная такая. Ну, на стене террасы. Ты видишь, какие-то террасы сделаны? Зачем, не знаю. Там, кстати, на стене тоже написано, что башня, как-то она называется, видно, тоже древняя какая-то башня. То есть это вместе с подводными затонувшими кораблями идет. Местная достопримечательность, да? Что я заметил в Испании, где очень много солнца, на домах нету солнечных батарей почему-то. Вот этих панелей, вырабатывающих электричество. В Германии, где солнца гораздо меньше, там почти на каждом втором доме солнечные панели, а здесь нету. Как так? Видно, здесь дешевое электричество или правительство непрактичное. Ну да, да, Не да. то, что в Германии. Мы с Ладой сейчас прошли пару километров вдоль моря по побережью Коста-дель-Соль. И теперь, наверное, будем возвращаться назад. Вот такая она, Испания в этом месте. Это отель, скорее всего. Там наверху тоже отельчики. Сейчас люди уже вечером возвращаются с пляжа домой. Вот, несут свои раскладушки. А мы покупаемся как раз. Как раз наше время настало. Вода чистая, манящая.
Вот она моя мечта. Автодом с мотороллером. Вот так приехал на побережье, стал, живешь здесь, купаешься. Когда-нибудь и эта мечта сбудется. Обычно мечты сбываются, но с большим запозданием. Так было в моей жизни. Я бы предпочел, чтобы эта Испания осуществилась у меня лет 20 назад. Было бы гораздо лучше. Но и сейчас тоже неплохо. Видите, а люди живут даже вот в таких пикапах небольших. Видно, что человек здесь живет уже некоторое время.